Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Давайте посмотрим, как живут россиянки после выхода на пенсию. Конечно, по-разному, скажете вы, в зависимости от личности женщины и обстоятельств ее жизни. Но, тем не менее, есть несколько типичных сценариев жизни прекрасных дам золотого и серебряного возраста. Об этом и поговорим сегодня. Молодые пенсионерки. Женщине 55-60 лет. На ней не лежат обязанности по уходу за детьми или внуками. Если женщина относительно здорова, то она, конечно, работает. Горожанки выглядят, как правило, довольно моложаво, хотя проблемы эйджизма, дискриминации по возрасту, их настигают лет 45. Кадровики заглядывают в паспорт. После выхода на пенсию, торжественно отмеченного трудовым коллективом, жительницы крупных городов чаще всего продолжают трудиться на прежнем месте, но положение их становится к 60 годам довольно шатким, и только очень небольшому количеству удается продержаться на работе до 70 лет. Исключения составляют учителя, врачи, а также работники музеев и библиотек. Первые, потому что хороший специалист здесь всегда в почете, а вторые, потому что оклады, как и конкуренция за места, здесь весьма невелики. Еще одна исключительная категория – женщины-предприниматели, которые сами себе хозяйки. Работа после 60. Женщины 60 лет в достаточной степени испытывают дискриминационное давление со стороны коллег. Им приходится с утроенной энергией доказывать свою профпригодность и незаменимость. Они должны наравне с более молодыми сотрудниками владеть современными компьютерными технологиями, не терять рабочего темпа, быть надежными и дисциплинированными, стараться обходиться без больничного и при всем при этом прекрасно выглядеть, быть ухоженными и аккуратными. В случае, когда 60-летним дамам отказывают от места, они зачастую вынуждены менять не только работу, но и профессию. Некоторые делают это с удовольствием, однако большинство из них испытывают сильный дискомфорт, а иногда впадают в депрессию. Те, кому посчастливится, находят работу в соответствии со своими вкусами, настроениями. Например, идут смотрителями в музей, билетерами в театр. Наконец, сбывается мечта жизни, когда можно пересмотреть все любимые спектакли. Кому-то удается реализовать свои рукодельные таланты. Лучшая часть жизни. По мнению многих пожилых людей, возраст после 60 лет считается лучшим временем жизни. Подступающие немощи еще можно преодолеть. Взрослые дети уже не доставляют больших забот. Жизненный опыт и понимание сути вещей достигают пика, причем их еще можно успеть достаточно плодотворно реализовать. Не случайно, что у многих именно в этом возрасте неожиданно просыпаются новые творческие способности. Наконец, к своим 60 годам человек обретает максимальную степень свободы. Женщины по-новому начинают относиться к своей внешности, более тщательно одеваются. В этом возрасте у женщин обычно уже нет завышенных ожиданий и амбиций в трудовой сфере, реализация которых отнимает столько времени и сил. Уровень заработка, при котором можно купить все необходимые лекарства, сделать легкий ремонт дома или съездить в санаторий, позволяет женщине чувствовать себя уверенной и успешной. Кроме того, у прекрасных дам после 60 появляется новый взгляд на вещи, обостряется духовная чуткость. Сколько удовольствия теперь способна доставить интересная экскурсия. Человек иными глазами способен взглянуть на простые радости жизни, посмотреть фильм или спектакль, почитать книгу, послушать музыку, получить большое наслаждение от природы. Нередко может возникнуть желание написать замечательные стихи, мемуары или, в соответствии с духом нашего времени, остроумные посты в интернете. Но в некоторых случаях российская женщина после 60
становится желанным работником домашнего фронта или попросту домашней рабой, причем в большинстве случаев добровольной. Очень распространенный вариант поведения таких женщин – полностью переложить на себя весь груз забот о близких и прежде всего о любимых внуках. Обычно в семье принимается решение: работает тот, кто больше получает. И в соответствии с генеральным планом папы и мамы со спокойной душой перекладывают все обязанности по воспитанию малышей на бабушек. Считается вполне естественным, что неработающая пенсионерка должна приготовить еду на всю семью, а также содержать дом в идеальном порядке. При этом никто не задумывается о том, что степень ее усталости может быть вполне сопоставима и даже превышать трудозатраты сыновей и дочек. Тем не менее, пожилая женщина продолжает разгружать молодежь и после их рабочего дня. Нужно ведь, чтобы молодые развлекались, а то их семья, не дай бог, распадется, разбившись о быт. И вот, хоть и не на немолодых уже ногах, бабушка доблестно водит внуков в обычную школу, а еще в кружки и на дополнительные занятия, на прогулки, на экскурсии, в театры, музеи. Именно благодаря нашим замечательным бабушкам в юном поколении закладываются основы эстетического воспитания. Бабушка сегодня – это одновременно добрая няня, профессиональный повар, медсестра, педагог, преподаватель младшей школы. А сколько нужно такта и терпения, чтобы две параллельные системы воспитания, бабушки и родителей, успешно сошлись в бесконечности, не травмируя психику подрастающего поколения. Уход за стариками. Рассмотрим еще один сценарий. Пенсионерка берет на себя обязанность по уходу за представителями старшего поколения, глубокими стариками, мамой, папой, свекровью, тетушкой, соседями. Здесь начинается настоящее рабство, от которого никакая социальная служба освободиться не поможет. Монотонное, рутинное дело, кормление, дурные запахи, скверные характеры в сопровождении с деменцией, Альцгеймером и другими недугами. Обидно осознавать, что отведенные тебе силы уходят не в развитие новой жизни, а на уход за пожилыми родственниками или просто знакомыми. Как поддержать себя в трудной ситуации? На помощь со стороны государства рассчитывать не приходится. А ведь помимо материальных затрат, человек, осуществляющий уход за стариком, испытывает и массу психологических проблем. В этом случае специалисты предлагают ряд рекомендаций, следуя которым можно достаточно успешно помочь себе. Никогда не погружайтесь в уход полностью, что называется, с головой. Не забрасывайте свою жизнь. Ищите возможность побаловать себя, погулять, получить свежие впечатления. Помните, ваш пациент неизбежно уйдет в иной мир, а вы останетесь жить. Его уход не должен оставить вас один на один с пустотой, вовлечь в депрессию. Ухаживая за человеком, постарайтесь избавиться от постоянного раздражения и недовольства. Читайте веселые книги, смотрите комедии, слушайте музыку. Используйте все возможные методы и средства, которые помогли бы вам разделить обязанности по уходу. Советуйтесь с врачами. Не гнушайтесь возможностью распределить обязанности по уходу среди всех членов семьи. Старайтесь вовлечь больного в дело. Он должен помочь вам, хотя бы простым фактом осознания важности своего участия. Всегда сообщайте старому человеку, когда вы сможете быть с ним, а когда вас не будет рядом. Хорошо бы установить четкий режим общения. В результате пожилой человек не будет беспокоить, когда вы просматриваете интернет или принимаете ванну. Заранее предупредите его о своем готовящемся походе в театр, в гости, при этом не забыв сказать, что будете звонить. В результате старый человек не будет чувствовать себя заброшенным, а у вас появится больше свободного времени. Обязательно поделитесь своими проблемами с подругой.
Причем постарайтесь рассказать о них с юмором. Таким образом, вы выговоритесь, посмотрите на все как бы со стороны и при этом глазами подруги. Поищите поддержку в интернете. Есть неплохие советы на психологических форумах. Старость своя собственная. Страх на склоне жизни стать овощем заставляет в молодости полушутя заявлять: «До старости не доживу», таким образом заранее снимая с себя ответственность за собственную жизнь. Но вы же не хотите лежать в болячках, мучить себя и других. Поэтому как можно раньше начните вести здоровый образ жизни. Но для этого придется приложить весьма немалые усилия, которые могут стать со временем даже приятными. Прежде всего, это регулярные физические упражнения, желательно под музыку и на свежем воздухе. Затем длительные прогулки, экскурсии, общение, танцы или пение. В общем, любые полезные занятия. Далее умеренные порции еды и в результате всего позитивное отношение к жизни и к людям. Конечно, мы не в силах кардинально изменить судьбу, но давайте хотя бы постараемся отнестись к ней по-хорошему. Вдруг и она ответит нам взаимностью. Поделитесь своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. А я благодарю всех за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!